Привет всем! Понадобилась нам вторая раскладушка в зимнюю палатку, а точнее моей второй половинки. Одна у нас уже есть, ее я сделал сам. Процесс изготовления вы можете посмотреть на моем канале. Также я оставлю ссылку на видео в описании. Делать еще одну из материалов по ценам в розницу выйдет по средствам недешево. Покупать готовую в рыболовных магазинах от известных фирм тоже стоит хороших средств. Так вот, на просторах интернета продают недорогие раскладушки китайского производства, неизвестных фирм, цена которым 2–2,5 тысячи рублей. Качество материалов и сборки таких изделий, конечно, желает лучшего. И если первые еще вполне пригодны, то большие люфты в соединениях приговорят ее очень быстро. Но даже такое изделие имеет место быть. Мой вес под 100 кг не для нее из-за тонкого алюминиевого профиля, а вот супругу выдержит, но придется устранить все люфты и укрепить соединение. Для начала разберу. Центральные ножки крепятся на болты для удобства сборки. А вот и причина больших люфтов. Разный диаметр отверстий и болтов. Заводской болт просто гуляет в отверстии алюминиевого профиля. Ножки сделаны из стального профиля, хоть и тонкого. Крепление держится на стальных заклепках и отверстия совпадают, это плюс. Вытаскиваю заклепку, соединяющую алюминиевый профиль с креплением. Вытаскиваю пластмассовую заглушку. Для устранения люфта я использую болт М6 с плоской шляпкой длиной 40 мм. Он не проходит в отверстие крепления, но отлично подходит к отверстию в алюминиевом профиле. Увеличиваю отверстие в креплении сверлом диаметром 6 мм. Для укрепления тонкого алюминиевого профиля использую увеличенную гайку М8. Ее длина совпадает с внутренней шириной профиля и не даст ему деформироваться при затяжке болта и дальнейшей эксплуатации. Резьба гайки М8 больше резьбы болта М6, поэтому не будут мешать при вкручивании болта. У отверстия крепления с помощью большого сверла снимаю небольшую фаску, так как у болта под шляпкой есть небольшой конус и не дает шляпке плотно прилегать к детали. Вкручиваю болт и зажимаю самоконтрящейся гайкой. Соединение сразу стало плотнее и надежнее. Точно так же поступаю с остальными соединениями. Плоские шляпки болтов друг другу не мешают, а торчащие концы болтов можно обрезать, но я не стал этого делать. Для того, чтобы пластиковые заглушки встали на свое место, я увеличиваю в них отверстия до размера гайки. Все отлично встало на свои места. Центральные заклепки в ножках также заменю на болты для плотности соединения. Люфт исчез. Увеличиваю отверстия в креплениях центральных ножек. Также помещаю увеличенные гайки в алюминиевый профиль в отверстие для центральных ножек.
Соединение креплений с остальными ножками выглядит неплохо, но вот эту боковую поддержку нужно подогнуть, чтобы она плотнее прилегала к профилю. Для этого я использую инструмент потяжелее. Подгибаю все крепления, а также небольшим ударом молотка поджимаю заклепки. Ну, вроде все укреплено, пора собирать раскладушку. Как видно, ножки уже не болтаются и даже нужно их доворачивать. Также перестала скрипеть и щелкать под моим весом. Перестала раскачиваться, как будто вот-вот сложится. Ну как бы все. Я очень рад результату и уже не терпится опробовать на практике. Что я надеюсь уже в ближайшее время сделаю. А вы сможете посмотреть на моем втором канале Camp 4×4, где я использую все свои самоделки для кемпинга и отдыха на природе на практике. А с вас, если понравилось, подписка, лайк и комментарий. Всем добра!